Всем привет! Если ты это смотришь, значит, скорее всего, ты продолжаешь смотреть подкасты каждую пятницу на канале. Скорее всего, еще будут добавляться к этому времени, когда выйдет этот подкаст, еще новые материалы по средам или по воскресеньям. В общем, погнали! Сегодня я расскажу о том, как же стал этот всемирно известный Макдональдс и почему основателей вычеркнули вообще из истории создания данного бизнеса. Началось всего с двух братьев, Дика и Мака. Это история о гениальной идее жадности, договоренности и предательстве. Вы узнаете, кто действительно изобрел фастфуд-систему и как один человек забрал буквально все, вычеркнув из истории настоящих создателей. В 1940 году братья открыли ресторан в Сан-Бернардино, Калифорния. Они разработали Speedy System, революционную систему приготовления пищи по принципу конвейера. Быстро, дешево, одинаково. Как раз под систему клиент всегда прав. Вместо обычных кафе никаких официантов, маленькое меню, упор на гамбургер, картошку и напитки. Успех был бешеный, люди стояли в очередях, но братья были неамбициозны, предпочитали стабильность и не хотели рисковать с масштабированием. Вообще они начали с буквально продавать хот-доги, то есть прилавок с хот-догов это был их первый бизнес. Затем очень сильно было популярно в то время США открывать ресторан, получается, вы приезжаете на автомобиле, к вам приходит официант, вы заказываете, что вы хотите из меню, вам приносят. И данная система, к сожалению, не сработалась в США по одной причине, потому что заказ был 30 минут. То есть представьте, что там 10 человек стоят и на каждого по 30 минут, ну дофига время. Выручки никакой, собственно, собирались буквально всякие хулиганы, и бизнес был нерелевантным. И после данной истории открылась та самая система, быстрая система, когда вы заказываете, вам дают сразу заказ, там 30-50 секунд для одного лида. И это стало просто прорывом в кухне, по сути. В то время Рэй Крок просто продавал всякий шлак. То миксеры, то еще какую-то шнягу. И ездил от ресторана к ресторану. В 1954 году он заметил, что один ресторан заказал 8 миксеров. Для него это было очень большим масштабом. Он был вечно в долгах, никто у него не заказывал. Плюс он брал кредиты на свой бизнес, все хотел какую-то предпринимательскую деятельность начать. И тут заказали 8 миксеров сразу. Он приехал и посмотрел, и был в шоке от эффективности. Очереди, скорость, идеальная организация. Предложил братьям открыть франшизу по всей Америке. Они заключили договор. Крок получает право открывать рестораны под брендом, а братья роялти 0,5 с выручки. Крок увидел потенциал, которого братья не хотели реализовывать, потому что они боялись риска, боялись потерять то, что у них уже есть. То есть это, мне кажется, самая основная ошибка предпринимателей, которые уже что-то сделали. То есть они уже открыли какой-то свой бизнес и боятся рисковать, боятся потерять существующее. И получается, недолго продолжались их отношения. Братья не поддерживали агрессивную экспансию, мешали Кроку менять правила, стандарты, франшизы открывались, качество страдало. И то есть бизнес процветал, как сеть масштабных ресторанов по всей Америке, но качество складывалось не очень. Плюс открывались какие-то гамбургеры, открывались какие-то новые меню, и как бы братьям это вообще все не нравилось. Крок хотел реализовать, по сути, империю, влиться в некую историю, как человека, который вот основал большую историю, остаться на века. И в 1961 году он выкупает право у братьев за $22,7 миллиона при условии, что они сохранят один свой ресторан и получат 0,5% от оборота пожизненно от выручки. И это был устный договор. Пожизненные роялти никогда не платились.
Устный договор не юридически обязывающий. Позже Крок открыл ресторан напротив того самого оригинального Макдональдса братьев и вытеснил их. И они, по сути, заложили, так скажем, некую, то есть историю, создали миф как раз вот этот быстро, дешево, создали как раз вот эту историю фастфудов, но не получилось у них выжить в этом мифе. Я как раз рассказывал в своем первом подкасте, как заработать деньги. И братья были, по сути, создателем мифа, и пришел так называемый предприниматель Рэй Крок, который забрал этот вообще миф под себя. И, по сути, перестал им платить выручку, они обошлись только 2,7 миллиона долларов. А позже один из братьев оказался с тяжелой болезнью и в больнице очень долго пролежал из-за своего здоровья. И получается так, что они, по сути, умерли в безвестности и в полной нищете. Сегодня про них ты, по сути, вообще ничего не узнаешь. Ни из логотипа, ни из рекламы, ни из книг, ну, вообще ничего не узнаешь. То есть никто вообще даже и не догадывается, кто открыл Макдональдс и почему он вообще так называется. Создал Макдональдс Corporation, внедрил контроль, стандарты, маркетинг, вел золотые арки, клоуна Рональда, маркетинговый ход, развивал бизнес до всемирной франшизы, тысячи ресторанов по всей планете, позиционировал себя как основателя, вычеркнув братьев, был Рэй Крок. Он архитектор, по сути, империи, то есть основал, исполнил так называемую свою маску до конца предпринимателя, потому что рынок был уже создан братьями, и, соответственно, рынок, когда есть клиенты, есть маржа, есть как бы куда расти. И он, по сути, основал империю, Макдональдс. И он продавал как бы не фастфуд, как продавали братья, он продавал, по сути, недвижимость. То есть он подготавливал буквально, то есть приезжал с человеком договориться. Вот у нас есть Макдональдс, мы там популярны по всей там, по всему там, по всем там штатам. У нас есть HR-бренд, у нас есть стандарты, есть правила. Если хотите, вы можете вложиться деньги в нас и, соответственно, использовать наши стандарты, наш HR и так далее. То есть он продавал, по сути, недвижимость. Он продавал как раз, вот брал какую-то недвижимость, где ничего нет, вводил туда все свои стандарты этого клоуна, HR-бренд, фастфуд, и все, и продавал это людям. И люди давали за это проценты, по сути, и люди, кто вложил деньги, они уже, получается, управляли данным рестораном. И таким образом он построил империю на недвижимости, по сути, а не на фастфуде. История Макдональдса – это история не только успеха, но и морального вопроса, кто считается создателем. Изобретатель идей, кто создал миф, или тот, кто сделал из мифа империю. Братья Макдональдсы ушли в тень, Крок стал символом американского капитализма. Может быть, не всегда справедливость побеждает, но важно знать истинную историю, с чего вообще все началось. Немного подробнее вы могли бы посмотреть в фильме «Основатель». В целом там более подробно рассказывается вся история, кто такой Рэй Крок, с чего он начал, чем рисковал и так далее, так далее. Кстати, когда он только договорился с братьями, он сразу же внес дом под залог и взял кредит на большие деньги, чтобы просто открыть свой второй ресторан Макдональдс. И с этого пошла история. То есть Рэй Крок рискнул, по сути, всем, потому что и так был в жопе. И так был в жопе, так что чем ему рисковать было. И у него получилось основать большую империю, заработать очень много денег, заработать очень много славы, всего, чего он сам хотел. Но таким образом братья, к сожалению, ушли в тень и умерли как те, кто создал идею. И важно очень знать, то есть эту историю, учиться на этих ошибках, что не нужно, даже если как бы ты основал какую-то империю, основал какой-то первый бизнес, не нужно
бояться рисковать, бояться рисковать так, как ты рисковал впервые. Потому что может кто-то вот так вот прийти к тебе и забрать у тебя буквально все. Вот все у тебя заберут, и все, и вычеркнут тебя из истории. И справедливо это или несправедливо, но мир, к сожалению, не работает по справедливости. И всем плевать на то, кто создал идею, кто был первоначальным создателем. Никто даже не вспоминает, людям просто не надо. Люди просто придут в Макдональдс, возьмут свой бургер и пойдут дальше. А два человека, собственно, таким образом очень жестко проиграли. Самый важный факт здесь в том, что строительство какого-то бизнеса, какой-то медиасистемы, какой-то любой системы — это очень долгий, долгий процесс. А уничтожить можно буквально все за одно действие. Вот одно действие вот может просто у тебя вот взять и все забрать. Все, что ты построил, все, что ты строил годами, может просто разрушить одна ошибка. И, возможно, не стоит просто бояться этого, а просто стоит не держаться, просто стоит делать, как бы, и не цепляться ни за что. Даже если у тебя что-то есть или что-то нету. Зачем в таком случае вообще тогда за что-то цепляться, за какой-то успех, за какие-то там справедливость, что кто-то поступит с тобой правильно, должным образом, как ты думаешь? Может быть, стоит вообще ни за что не держаться, а просто жить, создавать, делать, проигрывать, делать выбор, даже если он ведет к хаосу, соответственно. Рад, что вы послушали эту историю, хоть была она и краткая. Рад буду, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, оставите комментарии, скажете, какие бы вы хотели выпуски более подробно слушать от меня, или вы хотели бы, чтобы я более готовился к выпускам, и были они более 40-минутные или 50-минутные с полными, то есть углублениями в разные темы, чтобы я где-нибудь снимался в студии или еще как-то. Пожалуйста, дайте мне знать, я буду очень рад, и также буду рад, если вы подпишетесь на мой закрытый канал. Это будет некая помощь, чтобы я продолжал дальше делать. Спасибо.